Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами нарисуем потрясающий зимний новогодний дизайн ногтей. Причем идеей для этого дизайна послужила фотография постельного белья. Мы взяли принт с ткани с постельного белья. Как обычно, в первую очередь готовим для себя основу под дизайн. В данном случае будем делать вот такие вот темно-синие и черные ноготочки. Далее мы будем делать втирку пигментами, поэтому обрабатываем ноготок бафом, для того, чтобы пигменты втерлись только туда, куда нам необходимо. И финишем без остаточной липкости рисуем основу под пигменты. То есть пигменты у нас будут не на весь ноготочек, а только зонами. Вот именно эти зоны мы и прокладываем при помощи финиша. Сушим в лампе и затираем пигментами. Причем, обратите внимание, я заметила такую особенность, что финиши без остаточной липкости, которые для гель-лака, которые мягкие, их достаточно прихватить в лампе буквально 20 секунд и потом затирать пигментами. Пигмент ложится намного ярче. Если вы финиш пересушиваете, то его втирается намного меньше, и он выглядит как-то скучнее. Обязательно потестируйте свои финиши и посмотрите, потому что это действительно в основном так. Если у вас что-то не получается, напишите в комментариях и вообще свои наблюдения. Напишите мне, пожалуйста, права ли я в этом или нет. Остальные ноготочки мы тоже решили затереть пигментами, но получилась такая ситуация. Мы думали, взяли разные пигменты, у нас получатся разные ноготочки. Но нет, на синем цвете вот этот вот пигмент выглядит точно так же, как фиолетовый пигмент на черной подложечке. В принципе, клиентке это понравилось, много пигмента не бывает, мы согласились с тем, что все красиво, все хорошо, но нам хотелось разных пигментов, поэтому надо было брать все-таки немножечко с другим отливом. Перекрываем ноготочки финишем для того, чтобы заровнять нашу поверхность. По ровной поверхности будет намного удобнее рисовать. Ну и переходим непосредственно к росписи. Смотрите, у нас очень темный фон подложки, поэтому если мы будем рисовать сразу на нем, цвета могут потеряться. Поэтому рисуем через белый подмалевок. Именно белый подмалевок добавит нам дальнейшей прорисовки яркости, даже если какие-то цвета у нас будут полупрозрачные или недостаточно плотные, они все равно будут смотреться очень ярко и сочно. Именно благодаря вот этому вот белому подмалевочку, который мы используем. В дизайне у нас месяц и солнышко, причем солнышко у нас будет с личиком, будет такое стилизованное, смешное, улыбающееся солнышко. И месяц на картинке он тоже был с лицом, но на ноготках мы решили, что лицо у нас будет только одно на солнышке, потому что пережимать с количеством лиц тоже я решила, что не стоит.
Разукрашиваем наши месяцы солнышко при помощи гель-лаков с блестками. В данном случае я использую гель-лаки серии «Жидкая фольга» от Blue Sky. Ссылочку на них оставлю в описании. Ну а теперь из плоского солнышка нам необходимо сделать объемное. Все объемы всегда появляются тогда, когда появляются светотени. Вот мы взяли неоновые оттеночки и ими методом растушевок накладываем светотеневые участки. То есть желтый у нас это яркий свет, оранжевый это приглушенная тень. Тень в дальнейшем у нас будет еще углубляться. Точно так же свет и тень мы прокладываем на месяце при помощи голубого и темно-синего цвета. При закладке светотени самое главное очень хорошо все растушевать, чтобы у нас не получилось, что свет и тень у нас лежат каплями или какими-то полосками. Вот растушевка здесь это самое важное. Переходим к этапу прорисовочки. В данном случае нам необходимо вычистить границы наших элементов, потому что подмалевок, может быть, был сделан чуть-чуть неаккуратненько. Где-то у нас блесточки вышли за пределы подмалевка. Вот именно подрисовкой, прорисовкой мы все это вычищаем. Следим за тем, чтобы в прорисовочке у нас была очень тоненькая линия. На этом же этапе рисуем нашим солнышком черты лица. Здесь получился такой небольшой косяк, потому что я настолько увлеклась, что забыла посмотреть, в кадре ли я нахожусь, поэтому немножечко убежала. Далее при помощи черной краски и очень-очень тоненьких линий прорисовываем черты лица наших солнышек и добавляем именно те самые глубокие тени, о которых я с вами уже говорила. Перекрываем наш дизайн финишем, в принципе на этом он готов. Но нам захотелось именно настоящего яркого звездного неба. Поэтому после того, как мы хорошенечко просушили финиш, мы рисуем блесточки и засыпаем их светонакопительным пигментом. Этот пигмент я купила на AliExpress, ссылочку на него оставлю в описании, только немножечко попозже. И получилась у нас вот такая красотища. Наши звездочки светятся в темноте. Солнышки при этом светятся изнутри блестками. Месяц тоже чем-то где-то там светится. В общем, получилось потрясающе красиво. Мы со Стасей остались безумно довольны. Ну а на сегодня у меня все. Надеюсь, вам понравилось. Не забудьте подписаться на канал. Встретимся в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока-пока.